те годы, когда Android и iOS еще даже не задумывались в виде проектов, каждый производитель мобильных телефонов в виде Siemens, LG или Samsung создавал свою прошивку со своим функционалом и вкусными приколами. Однако он был относительно стандартизирован, на всех этих системах поддерживался J2ME, по сути универсальная платформа для программ и игр. Но сами системы не могли особо похвастаться функционалом. В большинстве случаев они останавливались на поддержке Java-аплетов, как, например, на бюджетных Nokia, те, что были без волшебной синей клавиши, или на кнопочниках LG. Но в свое время эту ситуацию исправляли две мобильные системы, которые поддерживали не только J2ME, но и различные компьютерные плюхи в виде многозадачности и более крутых по функционалу программ, и среди них лидерами были Symbian и Windows Mobile для коммуникаторов. И если Windows Mobile мы затронули еще прошлым летом, то про Symbian мы начнем рассказывать только сегодня и прямо сейчас. Это поистине была самая функциональная мобильная операционная система вообще. По сути, это был маленький компьютер, и она пользовалась огромной популярностью. Под него вышла огромная куча устройств, в частности от Nokia, и все они имели ту самую волшебную кнопку меню. Так что же с ней стало после появления Android и iOS? Об этом мы поговорим позднее, а сейчас нам нужно рассмотреть историю его появления и посмотреть на то, как эта система развивалась. Сама Symbian появилась благодаря существованию уже другой операционной системы – Epoch. Операционная система Epoch была создана в 1989 году компанией Psion, которая имела изначальное название как Epoch 16 в честь ее 16-битной разрядности и является производным от английского слова epoch – эпоха. С приходом 32-битной эпохи система сменила свое название на Epoch 32. Изначально она была написана на языках программирования, таких как Assembler и C, но с выходом Epoch 32 система была переписана на C++. Она была разработана для обеспечения мощной и производительной платформы для карманных компьютеров на архитектуре x86, которые могут выполнять широкий спектр задач. От планирования и организации личного времени до обработки офисных документов и проверки электронной почты. А с выходом Epoch 32 Psion перешла с архитектуры x86 на ARM. Одной из главных особенностей операционной системы Epoch была высокая степень кастомизации, гибкости и поддержка многозадачности. Она позволяла пользователю настроить интерфейс под свои нужды, а также разрабатывать и устанавливать собственные приложения, почтовые клиенты, мини-игры, браузеры, менеджеры. В общем, все точно так же, как и прямо сейчас. Устройства с этой операционной системой были очень популярны в Европе и Азии, но потеряли свои позиции в конце 90-х из-за появления более функциональных карманных компьютеров, таких как Palm Pilot и Pocket PC. Первыми устройствами на Epoch стали Psion MC200 и MC400. Миру они были представлены в том же 1989 году и обладали характеристиками в виде процессора Intel 80C86 на 7 МГц. 256 килобайт АЗУ и такого же объема внутренней памяти, 4 разъемами для плат SSD, динамиком и микрофоном. Экран у MC200 имел разрешение в 640 на 200, а у MC400 640 на 400. И на этих устройствах Epoch выглядела как полноценная десктопная система. Окна, иконки, меню, всплывающие подсказки и так далее. А в случае с портативными компьютерами по типу Ericsson MC218 и Psion Revo, система в плане интерфейса автоматически перестраивалась для обеспечения наибольшего удобства для пользователя. Psion делала свою OS с оглядкой на DOS и Windows, дабы конечному пользователю было проще после Windows сразу сесть за коммуникатор и не словить дезориентацию, так что в этой системе диски именуются как C – основная память, D – внешняя карта памяти и Z – скрытый раздел с самой прошивкой. А файлы имеют традиционное расширение DLL для библиотек, .exe для программ, хотя тут еще появились и app, и ini для конфигураций, хотя внутри они были чаще не текстовые, а бинарные. Подобный расклад дожил и до Symbian. Epoch сама по себе была прорывом в мире портативных гаджетов, и их наследие прослеживается в некоторых современных устройствах, таких как смартфоны и планшеты, которые пользуются бешеной популярностью по всему миру. Да и что уж там, подобные устройства глубоко влились в нашу с вами повседневную жизнь. Последняя версия Epoch вышла в 2000 году, и с тех пор проект заслуженно стал частью истории мобильной индустрии. Но погодите, вы можете меня спросить, а при чем тут Epoch? Мы же вроде бы Symbian должны рассматривать. Что за обман?
Никакого обмана на самом деле нет. Во времена существования и актуальности этого проекта в рамках этой системы происходит одно интересное событие. В июне 1998 года создается компания Symbian Limited, в которую входил Psion, Nokia, Ericsson и Motorola, и спустя короткое время выходит очередная новая версия системы EPOC 32, но уже с другим названием – Symbian OS. Хотя упоминание о Symbian Limited уже можно было увидеть аж в EPOC Release 5. Данная версия системы создавалась для использования на устройствах с небольшими экранами, ограниченными ресурсами и является целой коллаборационной работой множества гигантов мобильной индустрии тех лет. Главной целью Symbian как проекта было создание единой операционной системы для мобильных устройств, которая обеспечила бы их повышенную стабильность и безопасность. И в результате таких обстоятельств в виде привлечения гигантов, это Symbian и помогло набрать свою первую долю аудитории и плюсом ко всему этому кое-как укрепить свои пока еще маленькие позиции на рынке мобильных устройств. И почему же так произошло? Дело все в том, что эти компании начали активно использовать Symbian на своих устройствах, что и привело к появлению родственных платформ по типу S60 от Nokia и Sony, UIQ от Motorola и MOAP от Sharp. Сейчас, наверное, можно перейти к эволюции или же обзору главных релизных версий Symbian, что в них добавляли, что удаляли, какие разделы подвергались улучшениям и так далее. А пока я предлагаю поставить лайк и подписаться на канал. Ваша простая поддержка мне будет очень приятна, и я в этом плане никак не шучу. Первая версия Symbian не носила название Symbian 1.0, поэтому, если вам кто-то будет твердить о том, что Symbian 1.0 действительно существовала, то, пожалуйста, мягко скажите собеседнику, что он, к сожалению, не прав. Так вот, первой версией этой системы, которая официально и полноценно вышла под своим именем, является Symbian 6.0. И да, на этом моменте я хочу кое-что сказать. Здесь Symbian будет выступать в качестве ядра, на котором как раз таки и основываются всякие S60 от Nokia и UIQ от Motorola. А так как самым популярным представителем Symbian была Series 60, Series 80, то будем рассматривать именно ее эволюцию. Symbian 6.0 вышла в 1998 году в качестве официального продолжения операционной системы EPOC. Данная версия приобрела значительное улучшение в области мультимедиа в виде появления Real Player и Flash Player 5. Самым ярким представителем Symbian 6.0 является Nokia 9210 коммуникатор. Работало это устройство на платформе Series 80 First Edition. Основным отличием от Series 60 было в поддержке больших дисплеев и QWERTY клавиатур. В плане интерфейса пока еще было видно огромное сходство с EPOC, понятно же дело, все только начинается. Там уже существовала поддержка карт формата MMC, возможность установки приложений в систему формата SIS, практически так же, как установка кап-файла с программой Windows Mobile. Поддержка протокола SSL-TLS и наличие Opera как интернет-браузера. К слову, Opera в большинстве моделей была стандартным браузером на платформах Series. Между тем, кроме Series 80, начала существование и платформа Series 60, и первым представителем является Nokia 7650, выпущенный в 2002 году. Первая версия Series 60 уже вышла на основе Symbian 6.1, и там уже появляется поддержка Edge вместе с нативной поддержкой Bluetooth, что позволяло устройствам на основе Symbian соединяться с другими устройствами и тем самым обмениваться файлами. В 2002 году была выпущена Symbian 7.0, и она включала поддержку платформы J2ME на замену Piava, поддержку отправки и получения MMS-сообщений, поддержку EMTS-сетей, самой ранней 3G и сетевого протокола IPv6. В 2003 году выходит Symbian 7.0S, который просто исправляет уже имеющиеся ошибки предыдущей версии и улучшает совместимость со старыми Symbian. Series 80 Second Edition как раз и основан на Symbian 7.0, а если быть точнее, на 7.0S. Данная версия содержит в себе более лучшую стабильность, улучшенный интерфейс с учетом всех потребностей мобильной индустрии и, самое главное, поддержку Wi-Fi сетей. Ярким представителем этой версии является Nokia 9300, вышедшая в 2004 году. Также выходит новая платформа на основе Symbian 7.0S, Series 90. Отличается она тем, что она поддерживает работу сенсорных экранов и полностью адаптированный интерфейс под те же самые сенсорные экраны. Symbian становится все более популярным, а если продукт имеет хорошую востребованность и популярность, то ко всему этому движу начинают подключаться недоброжелатели в виде разработчиков различного вирусного ПО. В том же 2004 году под Symbian появляется первый вирус,
Carib. Он не наносил вреда самой системе. Каждый раз при включении телефона на экран выводится сообщение Carib, и затем происходит попытка заражения других телефонов через Bluetooth. Таким образом, разработчик на практике хотел показать тот факт, что мобильные телефоны также подвержены риску со стороны вирусописателей. Опять же, в том же 2004 году в свет выходит Symbian 8.0 с улучшением поддержки 3G в виде добавления работы с CDMA-сетями, поддержкой вывода стереозвука в случае, если наушники это поддерживают, и апгрейдом Bluetooth до версии 1.2. В этот момент компания Psyon продает всю свою долю акций в Symbian Limited компании Nokia, так как первая посчитала, что данный ОС уже не подходит и под КПК, и больше потенциал теперь переместился на мобильные устройства. В 2005 году компания Nokia заявила о прекращении разработки Series 80 и Series 90 и заявила о полном прекращении их поддержки. Все наработки, созданные за время существования Series 80, были перенесены в обновленную платформу Series 60, и как итог, эта платформа стала универсальной. А чуть позже выходит Symbian 8.1, которая просто добавляет поддержку векторной графики, а если быть точнее, SVG. В сентябре 2005 года выходит Symbian 9.1 или же S60 Third Edition. Самое главное нововведение в этой системе касается ее безопасности, а если быть точнее, появляется сертификация приложений. Теперь каждое приложение в системе должно было иметь определенный сертификат, который не только позволял приложению вообще установиться в систему, но и задавал некоторые права в виде полного доступа к файловой системе и так далее. А все приложения, которые были написаны для Symbian 8 и ранее, стали просто несовместимы из-за перехода на новое системное ядро. Кроме всего этого, к формату приложений SYS появился и формат SYS-X, который просто отличается тем, что он имел подпись. Первым устройством на этой версии Symbian был Nokia 3250. Данный телефон, к слову, многократно появлялся в фильмах и клипах. Например, в клипе Рианны на песню SOS главная героиня носит этот смартфон как основной, и, соответственно, он мелькает в клипе. В 2006 году выходит Symbian 9.2 с поддержкой Bluetooth 2.0. Летом 2006 года выходит Symbian 9.3, который добавляет поддержку нового языка интерфейса, и появляется полноценная поддержка HD-SPA сетей. Осенью того же года продается 100-миллионный смартфон на Symbian, а в январе 2007 у Symbian появляется новый конкурент – iOS. Весной 2007 года выходит Symbian 9.4 с улучшением производительности и быстродействия, усовершенствованной поддержкой VoIP и возможностью просмотра цифрового ТВ формата DVB-H, если на устройстве имеется необходимая аппаратура для принятия подобного сигнала. В этом же году на мероприятии GoPlay в Лондоне анонсируется Ovi, сеть онлайн-сервисов от Nokia. Слово Ovi на финском языке обозначает «дверь». В 2008 году Nokia полностью поглотила Symbian, и с тех пор все сотрудники, которые трудились над этой системой, автоматически становились сотрудниками Nokia. А на рынке операционных систем появляется еще один участник – Android. В 2009 году открывается один из продуктов бренда Ovi – Ovi Store, что-то типа местного Google Play или Apple App Store. Через пару лет он переименуется в Nokia Store. Кроме поглощения Nokia и Symbian, в том же году на рынок спавнится первый сенсорный телефон на том же Symbian и на той же платформе Series 60 – Nokia 5800. Symbian довольно интересно переделали под сенсорное управление. Софт-клавиши стали просто сенсорными кнопками, номеронабиратель переместился на отдельный экран, главный экран теперь можно заполнять только виджетами, для старых Java-приложений, не поддерживающих сенсорный ввод, просто добавили виртуальный D-пад, да и на этом вся адаптация и закончилась. Небольшое развитие, я вам скажу. В 2011 году, уже после выхода флагмана Nokia N8, финская компания выпускает обновление Nokia Belly, и она уже выглядит более современно и заточена под сенсорное управление. На главном экране теперь можно размещать не только виджеты, но и иконки. Внизу в большинстве приложений теперь есть красивый и элегантный бар, хорошо вписывающийся в дизайн, и появилась шторка, точь-в-точь как на андроиде. В августе 2012 выходит еще одно обновление под названием Belly Refresh, в котором просто обновили пару приложений, улучшили производительность и добавили огромную кучу виджетов. Именно ее модификация и стоит на этом аппарате. Казалось бы, наконец-то! Symbian больше не выглядит как система из прошлого. Но! От обновления глюки и тормоза-то никуда не пропали.
На новом сенсорном Symbian некоторые вещи все равно были запутанными. Приложение настроек, например, там никогда не менялось. А иногда доходило до абсурда. Глючили анимации, приложения удалялись по полгода, и телефон в редких случаях намертво зависал. Если другие системы уже совершенствовались в техническом плане, то Symbian там уже начинал отставать и, так скажем, стоять на месте. Да и с популярностью какого-либо продукта и частичным отсутствием его развития всегда начинается потеря этой самой популярности, стагнация и, как результат, полное забвение. Так, к сожалению, случилось и с Symbian. Как же так произошло, что такая операционная система тихонько ушла на индустриальный покой? Началом конца для Symbian можно считать 2007 год, когда Apple выпустила свой первый iPhone, который предложил потребителям новый способ взаимодействия со смартфонами и изменил восприятие мобильных устройств как таковых. Это действительно стало настоящей революцией, ведь прикольно понимать тот факт, что, используя телефон, теперь можно не только звонить друзьям и писать смс, но и еще прокладывать маршруты, полноценно сидеть в интернете и смотреть видосики. Подобное событие стало вызовом для Symbian, поскольку мобильный рынок стал расти очень быстро и начал меняться стремительными темпами, а конкуренция с iOS и Android становилась сильнее. Одной из основных проблем Symbian был его устаревший пользовательский интерфейс и относительно низкая производительность. Тогда новые операционки в виде Android и iOS предлагали потребителям более обширную функциональность и более интуитивный интерфейс. Как итог, конкуренция с iOS и Android стала слишком сильной для Symbian, и это привело к тому, что в 2010 году Nokia объявила о своем сотрудничестве с Microsoft. Согласно этому договору, Nokia с этого момента должна была использовать операционную систему Windows Phone в своих устройствах вместо Symbian. И это как раз стало явным сигналом о том, что Nokia планирует бросить Symbian в пользу новых и передовых технологий. Да, прогресс так-то не стоит на месте. Начало отказа от Symbian всеми компаниями стали уже естественным процессом и делом времени. Nokia объявила о прекращении продаж своих устройств на базе Symbian в 2013 году. Несмотря на то, что Symbian после этого заявления официально ушла с рынка, некоторые девайсы на основе этой системы продолжали продаваться до конца 2015 года. Обслуживание и поддержка устройств, работающих на Symbian, также были прекращены в последующие годы. На пике своей популярности в 2006 году Symbian использовалась на более чем 70% устройств во всем мире. Однако, как показало время, некоторая доля пользователей до сих пор с радостью пользуются аппаратами на этой платформе, и их вполне себе можно встретить в каких-либо тематических чатах по Symbian. После огромного количества информации и множества пищи для размышлений, сейчас пришло время для осмотра устройств. В этом видео здесь будет рассмотрено два устройства – Nokia N73 и Nokia 5530 Express Music. Nokia N73 увидела свет летом 2006 года. Внешний вид этого телефона изначально был не очень приятный, но все же он был восстановлен до более приятного на глаз состояния, хотя клавиатуру оставил оригинальной. И это все благодаря вашим донатам. Огромное человеческое спасибо. И вернемся к телефону. В плане памяти он оснащен 64 мегабайтами АЗУ и 42 мегабайтами встроенной памяти. Слот для карты памяти имеется. Процессор здесь на архитектуре ARM с частотой 220 МГц. Экран здесь формата TFT на 256 тысяч цветов с разрешением 240 на 320. Сейчас можно перейти к камерам. Их тут, на удивление, две. Фронтальная и основная. Фронтальная камера же является феноменальной VGA-мыльницей, а вот основная активируется вот так. Отщелкиваете часть крышки вниз, интерфейс телефона переходит в горизонтальное положение и происходит запуск камеры. Она оснащена оптикой Carl Zeiss с автофокусом на 3,2 мегапикселя. Все примеры фото вы можете увидеть прямо сейчас на своих экранах. Из коммуникаций и мультимедиа здесь имеются поддержка 3G, Bluetooth 2.0, ИК-порт, стереодинамики и, кто бы сомневался, FM-радио. Батарея здесь на 1100 мАч, и в принципе мне его хватало на несколько дней в виде не очень усиленного использования. Телефон работает на Symbian 9.1 или на S60 3rd Edition. Из приложений здесь предустановлены Opera Mini, Adobe Reader, офисный пакет Quick Office, Real Player и карты Nokia Maps. Честно, добавить бы еще сюда Wi-Fi было бы вообще очень круто. Джойстик устройства, конечно, немного не очень, но в принципе к этому привыкнуть можно.
На левой стороне корпуса присутствует ИК-порт. На правой кнопки регулировки масштаба, вызова галереи и камеры. Снизу имеется POP-порт, порт для зарядки и SD-карты. А сверху находится только кнопка включения. Nokia 2720. Ладно, это я прикололся. Это устройство не работает на Symbian. Этот телефон работает на платформе Sirius 40, уж поверьте мне. Вы, наверное, могли хоть раз в жизни видеть эту платформу. Ну или хоть скриншоты от нее. Nokia 5530 Express Music, родом из 2009 года. По корпусу и внешнему виду он не очень презентабельно выглядит, увы, но самое главное, он работает, и на этом спасибо. Изначально он работал на 5-м издании платформы S60, но это устройство было перепрошито на кастомную прошивку, а именно на Light Modification 7.2 от человека с никнеймом Оператор 555. Эдуард, передаю тебе привет. Отличается она от оригинальной прошивки удалением клиентов тогда уже закрытых сервисов, добавлением огромного количества системных утилит, твиков и некоторых мощных тем. В плане характеристик здесь уже имеется процессор на 434 МГц, 128 МБ АЗУ и 2 ГБ внутренней памяти, с возможностью расширения до 16 ГБ в виде подключения карты памяти. Экран здесь сенсорный на 16 миллионов цветов с разрешением 640 на 360. Камера здесь все так же на 3,2 мегапикселя, а вот батарея тут уже на 1000 мАч. Что-то тут как-то ущемили. Но зато здесь появляется поддержка Wi-Fi и акселерометр. Сверху находится кнопка включения, справа имеются кнопки регулировки громкости, кнопка блокировки и вызова камеры. Снизу присутствует вход под наушники и microUSB, а слева разъемы для microSD и SIM-карты. Данный телефон на обзор мне отдал уже мой давний знакомый Владимир, который известен по никнейму Веселкрат, за что ему огромное человеческое спасибо. Каков Symbian сейчас? Даже сложно что-либо сказать на этот счет. Если брать тот факт, что сама система прекратила поддержку в 2014 году, то система, само собой, стала частью истории и не актуальной в потребительских массах. Несмотря на это, до сих пор есть пользователи, которые используют старое устройство на базе Symbian и любят ее за низкие требования к ресурсам и долгую работу от батареи. Существуют те же чаты в Telegram и, на удивление, в ВК, каналы и сообщества, посвященные Symbian. Кто-то даже выпускает приложения под эту ОС. Приложения под Symbian создавались при помощи библиотек Qt, языков программирования Python, Java Micro Edition, это упрощенная версия Java, или C++. Однако Symbian является одной из прародительниц современных мобильных ОС. Сегодня на рынке мобильных устройств доминируют такие операционные системы, как iOS и Android, которые предлагают более широкий выбор приложений и, естественно, высокие технические возможности, чем Symbian. В настоящее время преимущественно используются эти две операционные системы на смартфонах, которые постоянно развиваются и новые версии выпускаются регулярно. На этом моменте, наконец-таки, мы постепенно начнем делать выводы из всего ранее сказанного и показанного. Начнем, пожалуй, с поддержки. В 2012 году выходит последний смартфон на Symbian, Nokia 808 PureView. Также официально сообщается, что Symbian в скором времени прекратит свою поддержку. Позже это заявление вступает в силу, поддержка прекращается. Все онлайн-сервисы Ovi и Nokia постепенно прекращают свою работу или же заменяются. Например, все приложения, которые были размещены в Nokia Store, были перенесены в Opera Mobile Store. На пике своей популярности Symbian занимала более 70% рынка, но после выхода iOS и Android начала стремительно терять долю. Пользователи систему не только любили, но и иногда ругали. Кому-то система была сложна в плане интерфейса, а кому-то система казалась очень медленной и неповоротливой. Существуют ли форки Symbian? Честно сказать, я их, увы, не встречал. Но если вы что-то знаете на этот счет, добро пожаловать в комментарии, всегда рад их почитать. А сейчас можно заявлять об итогах. Symbian, безусловно, стала как легендой и целой эпохой в мобильной индустрии, так и ярким игроком в сфере операционных систем и ПО в свое время. За все время создания видео, получения этих устройств и прочего закадрового использования мне данная система очень понравилась. Мне всегда как-то нравилось копаться в чем-то необычном и новом среди ПО и прочего технического подобия. Конечно, если имеется такая возможность, естественно. И наконец, а что вы думаете об этой системе?
Было ли у вас Symbian устройство? Если да, то какое же оно все же было? Опять же, пишите в комментарии. На этом пока все. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео, и подписывайтесь на канал. Поддержите труд, который вкладывается в создание этого видео. Огромное всем спасибо за просмотр и спасибо донатерам, которые поддерживают канал. До новых встреч, дорогие друзья!